Привет, друзья! Меня зовут Ирина, и вы на канале Ирина Кукин. Сегодня предлагаю приготовить торт строчителло. Этот торт интересен тем, что его можно готовить как в традиционном виде, так и замораживать, и есть как торт-мороженое. Беру 15 граммов грецких орехов и 15 граммов мюсли. У меня шоколадный, но это не обязательно. Высыпаю их в блендер и измельчаю до состояния мелкой крошки, не до муки. Если нет мюсли, можете добавить орехов. Высыпаю. Емкость блендера мыть не надо. Теперь я насыпаю в блендер 15 граммов кедровых орешков. Если их нет, можете взять грецкие. 20 граммов сахара. И их уже я измельчаю до состояния муки. Вот до такого. К 30 граммам пшеничной муки высший сорт добавлю 25 граммов цельнозерновой пшеничной муки. И еще я в муку добавила 4 грамма разрыхлителя. Это чайная ложка. К двум желткам первой категории 35 граммов добавляю 30 граммов йогурта. Натуральный, без всяких подсластителей. Сюда же добавляю 20 граммов меда. Если мед засахарился, нагрейте его немного. Сюда же выкладываю измельченные кедровые орешки с сахаром. Теперь я поставлю на плиту сковороду 24 см. Сделаю под ней минимальный нагрев. Взбиваю 2 оставшихся белка 65-70 граммов. Сначала на малых оборотах, постепенно увеличиваю. Когда появляется мыльная пена, дождиком ввожу 10 граммов сахара и взбиваю до пышной пены. Вот так хорошо. В желтки добавляю все сухие ингредиенты. Теперь ввожу сюда меренгу. Сделаю это в 3 приема. Что хочу сказать по поводу замены продуктов. Иногда можно заменить одно на другое, но можно дозаменяться до того, что рецепт будет неузнаваем. И вы даже не поймете, какой должен был быть первоначальный вкус. Вот давайте, кстати, на эту тему и поговорим. Как вы относитесь к заменам? Вариант первый. Я считаю, что нужно постараться сделать рецепт с теми ингредиентами и именно так, как он написан. А потом уже можно экспериментировать. Вариант второй. Ничего страшного, можно заменить один продукт на другой, а хуже не будет. И вариант третий. Не думал над этим вопросом, своего мнения не имею. Жду ваши ответы в комментариях. И в последнюю очередь аккуратно введу мюсли и грецкие орехи. Если у вас будет мюсли без шоколада, бисквит будет светлее. Готовое тесто сразу выкладываю на сковороду. Закрываю крышкой и делаю средний нагрев. На таком нагреве держу 1 минуту. После этого нагрев снижаю почти до минимального. И держу еще минуту. Ну и потом ставлю нагрев на самый минимум и оставляю еще примерно на 5 минут. Ориентироваться можно по поверхности. Вы должны увидеть, что на ней практически нет сырого теста. У меня прошло 5 минут, а в общей сложности 7. Прежде чем перевернуть, пройдитесь по периметру и убедитесь, что бисквит нигде не прилип. Переворачивать надо быстро, чтобы не порвать. И так уже без крышки я подержу еще пару минут. И обратите внимание на поверхность сковороды. Несмотря на то, что она у меня непригораемая, я все равно ее щедро смазала растительным маслом. Если поверхность у вас плохая, лучше постелите пергамент. Готовый корж сразу выложите на решетку и дайте ему остыть. Конечно же, его можно делать в духовке, и это будет лучше. Он будет пышнее. Но я не могла заставить себя включить духовку в такую жару. А пока бисквит остывает, сделайте сироп. Выложите в сотейник 30 граммов воды, 30 граммов меда, доведите на плите до кипения и прокипятите полминуты. У меня вот он очень хорошо подходит под кольцо 20 сантиметров. Если хотите тортик повыше, то обрежьте кольцом 18. Можно для красоты, так как он будет у меня виден, подровнять его ножом. А можно сделать меньшего диаметра и скрыть в муссе, как это обычно делается в муссовых тортах. Теперь я ставлю сразу на сервировочную тарелку кольцо, проложу его ацетатной пленкой. Можно заменить файликом для бумаги, вырезать полосочку. А можно ничем не прокладывать, а потом просто вырезать ножом. Опускаю бисквит и пропитываю его теплым сиропом. Если он у вас уже остыл,
подогрейте. Используйте весь сироп. Если сразу все не впитывается, чуть-чуть подождите и смочите еще раз. И пусть ждет своего часа. Замочите 4 грамма желатина. Это чайная ложка без верха. Добавьте к нему 25 граммов воды. Хорошо размешайте и оставьте набухать. Для мусса мне нужно 200 граммов натурального йогурта без добавок, а также 25 граммов инвертного сиропа, который можно заменить медом. К этому инвертному сиропу я добавлю 2 ложки йогурта от общего количества. Перемешаю и немного нагрею в микроволновке. Там же в микроволновке я распущу желатин. Можно это сделать и на водяной бане. И подогретый желатин я добавлю в подогретый йогурт. Когда я говорю подогретый, я не имею в виду, что что-то у меня горячее. Все нагрето совсем немного. Например, желатин я ставлю не больше, чем на 10 секунд. И теперь все это я смешиваю с основной массой йогурта. Достаю из холодильника 200 граммов очень холодных сливок. 33-35%. Как видите, я со сливками положила даже венчики. Их взбиваю до пышного состояния, сначала на небольших оборотах, постепенно увеличивая. Поступил один обиженный комментарий, что не все знают, что такое инвертный сахар. Я вас понимаю, но вы поймите меня тоже. Если я буду подробно объяснять каждый продукт, я растяну видео до нескольких часов. Поэтому давайте договоримся так. Если я о чем-то не сказала и вам что-то непонятно, вы просто спрашивайте в комментариях. Я отвечаю всегда. Видите, остается четкий рисунок. И достаточно. Добавляю к сливкам йогурт и сразу на минимальных оборотах перемешиваю. Лучше даже добавлять при перемешивании. И убедитесь, что йогурт у вас действительно не выше комнатной температуры. Потому что если он теплый, добавлять его во взбитые сливки нельзя. И теперь вот эту красивую, нежную массу я убираю в морозильник. Именно в морозильник вместе с венчиком. Теперь я беру 5 граммов какао-масла и 55 граммов молочного шоколада. Если какао-масла нет, берите 60 граммов шоколада. И его нужно растопить короткими импульсами в микроволновке или на водяной бане. Если вы хотите получить хрустящие кусочки в муссе, тогда шоколад нужно темперировать. То есть нагреть, растопить, потом охладить ниже 30 и чуть-чуть еще подогреть. Если вы не хотите с этим темперированием возиться, просто понемногу импульсами его растопите. Но добавлять в мусс нужно все равно уже в остывшем виде. Если вам вообще не хочется возиться с шоколадом, есть очень простой выход. И выход этот в том, чтобы купить вот такие готовые кусочки шоколада, они обычно продаются там, где декор, и просто добавить их. Ну а пока я жду, что мой шоколад достаточно остынет, я достаю мусс из морозильника и размешиваю его. И опять убираю туда же. Ну и когда шоколад у вас достиг температуры 30 градусов, как это определить без термометра? Ну, потрогайте его пальцем. Это комнатная температура, сейчас летом. Я достаю из холодильника сливки, быстро их промешиваю. Также быстро, да, здесь нужно шевелиться. Добавляю в них шоколад и все размешиваю. И видите, что происходит? Получаются чудесные кусочки шоколада. Если вы где-то нарушите температурный режим, случится или шоколадный мусс, или кусочки не будут хрустящими. Но вкусно будет в любом случае. А дальше так. Я беру подготовленное основание, промешаю еще мусс лопаткой и выложу его на основание. Так, любители муссовых тортов. Этот торт можно собирать вверх ногами, как классический муссовый. То есть обтягиваете кольцо пленкой, выливаете туда мусс и погружаете в него основание. И получаете такой классический вариант. Можете потом его покрывать нейтральным гелем или зеркальной глазурью, чем вам нравится. Ну а для такого простого домашнего варианта делается так, как я показываю. Несмотря на всего 2 составляющие, этот торт абсолютно самодостаточен. Он очень вкусный. И теперь вы можете поставить его в холодильник, например, на ночь или на несколько часов, но пока у вас не встанет мусс. Можете его заморозить. Я буду именно замораживать. Хотя покрывать я его не буду. Но заморозка мне нравится чем? Во-первых, вы можете отрезать, сколько вам нужно, и разморозить, например, половину. Потому что сейчас лето, и сроки хранения очень сокращаются. А можете вообще его есть как мороженое. Так что отправляю торт в морозильник. Торт на следующий день
Он полностью заморожен. Сейчас сниму кольцо. Вышло яркое солнце, пришлось зашториться. Ну вот так. Я перемещаю его в холодильник. Ну и так как это строчителла, то мне кажется хорошей идеей украсить ее шоколадной крошкой. Это в том случае, если вы не покрываете торт глазурью. Ну вот так. По-моему, прекрасно. Вот такой замечательный торт строчителла у меня получился. И обязательно получится у вас. Непременно приготовьте, а я желаю вам приятного аппетита! Привет! Торт еще не до конца разморозился, но для него это не страшно. Прекрасный. И обратите внимание, какой интересный у него бисквит. Попробую сама. Самое настоящее мороженое строчителла, только мне кажется еще лучше. И очень интересно, бисквит сейчас разморозился, а мусс еще пока как мороженое. Очень вкусно, очень вкусно. А вот это я хочу показать текстуру размороженного торта. Это Катин кусочек, она разрешила его продемонстрировать. Вернее, я не спросила. Вот такой нежный. Попробуй, Катя. Очень вкусно. Очень вкусно. Такой воздушный. Ну что, строчителла? Ага.